Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у нас немного другой формат ведения урока. Сегодня я буду работать с несколькими формами. Это у нас шары и юла, и также разные материалы. Это у нас сатин и бархат. Покажу, как работать и маленькие некоторые нюансы. И также покажу, как красиво сделать верхушку. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня у нас с вами будет микс урок. Я буду работать с шаром, обтянутый сатином, юлой и также с бархатом. Всю информацию в один урок, конечно, я не вмещу, поэтому будет продолжение. Мы с вами сделаем все, кроме обтяжки. Все ссылки на обработку бархатом, сатином я, конечно же, оставлю. Покажу, как работать с кружевом, как обрабатывать вот эти все швы. И если здесь не надо ничего учитывать, то на юле здесь есть маленькие мелочи, которые надо соблюдать. Здесь у меня будет комплект музыкальный, почему-то мне вот так захотелось. И будут шары еще с музыкальными инструментами. Лепнину мы также с вами будем делать. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. И начну работу с вешалки. У меня лента 3 миллиметра, 20 сантиметров длиной. Складываю красивой петелькой и делаю узелок. Вот таким образом. Вот вы видите, у меня ровная петелька. И на одну из половинок я подклеиваю. И теперь две половинки склеим вместе. Надо делать это быстро. Если у вас не получается с одного раза, то делаем по половинкам. Все совмещаем и даем закрепиться. И теперь на шов подклею ленту 5 миллиметров. Это можно делать как горячим клеем, так и универсальным клеем. На бархате я обычно это делаю горячим клеем. На сатине использую универсальный клей. И продолжаю работу. Клей размазываю и подклеиваю полностью весь диаметр. Еще один способ приклеивания. Вот я наношу достаточно жирную полоску на шар, натягиваю ленту и вот так пальчиком распределяю клей. И лента приклеивается очень ровно. Это кому как удобно. Видите, достаточно много клея. И вот так. И продолжаю работу. И теперь я приступлю к юле. Конечно же, мне надо обработать верхушку. И я подклеиваю ленту. По диаметру верхушки просто подклеиваю. И продолжаю работу. И теперь подклеиваю полубусины. Они у меня 4 миллиметра. Ничего сложного. Наношу клей. И также по диаметру верхушки подклеиваю. Теперь приступила к юле. Также наношу клей. Наношу вот на эту полоску, где было склеивание. Подклеиваю ленту. И вот так пальчиком распределяю клей, пока он горячий. И все идеально подклеивается. Вот вы видите, все идеально подклеивается. И продолжаем работу. И если у вас дизайн такой же, как у меня, то прокладываем ленту крест-накрест. И продолжаем работу. Теперь я буду использовать полубусины 5 миллиметров. И начинаем подклеивание не отсюда на юле, а именно снизу. Вот измеряем, чтобы у нас попадал вот этот квадратик на середину. И именно отсюда, потому что если попадет вот так, не очень красиво смотрится. Именно на середину. Я придерживаю пальцем. Наношу на вот 4 эти полубусины клей. Очень аккуратно наносим, чтобы ничего не испачкать. И подклеиваю именно середину.
Так, вот здесь чуть-чуть клея сразу убираем. И даем закрепиться. И теперь в каждую сторону подклеиваем полубусины. Наносим клей и под натяжением располагаем на ленте. С одной стороны и с другой. Второй ряд полубусин крест-накрест располагаем вот здесь и оставляем небольшое расстояние, чтобы у нас получилось все одинаково. Работу начинаем снизу. Я все прикладываю, придерживаю пальцем. И вот на эти 4 полубусины, так надо их отогнуть, сейчас нанесу клей. Аккуратно делаем, совсем по чуть-чуть выдавливаем. И вот так подклеиваем. Вот у нас расстояние есть, чтобы все было одинаково. Даем закрепиться и продолжаем работу с одной стороны и с другой стороны. Шар обрабатываем также. В этом случае ничего учитывать не надо. Поэтому с верхушки и по всему диаметру такая же обработка. И продолжаем. И также поступаем с бархатным шаром. Ничего сложного. Под натяжением подклеиваем. Продолжаем работу. И теперь вот так красиво задекорируем верхушку. Я беру полубусины, вот у меня остаются остатки. И начинаю подклеивать. Вот совмещаю, чтобы у меня между в шахматном порядке получилось. Наношу клей. И укладываю полубусины. Если надо, немного сдвигаю их, чтобы у меня все получилось красиво. И продолжаю работу. И получается, что все очень красиво замаскировано. Вы помните, я делала это камнями, но сюда серебряный цвет не подходит. Поэтому это самый лучший вариант. И вот так передвигаюсь. Здесь подрезаю, когда я уже замкнула круг. И затем еще один круг пущу. Вот вы видите, один круг есть. И сейчас еще один. И все у меня будет замаскировано. Наношу клей и продолжаю подклеивать полубусины. Вот вы видите, как все получается. И теперь поверх полубусин я приклею жемчужную цепочку. Наношу клей. Я использую универсальный клей. И под натяжением подклеиваю. Она как раз очень ложится хорошо. У меня цепочка 2 миллиметра. Чем меньше цепочка, тем сложнее с ней работать. Это учитывайте. 2-2,5 миллиметра. Я вот работаю. Слишком жирную цепочку я тоже не люблю. Ну, максимум 3 миллиметра. И продолжаю работать. Здесь уже обрабатываем все формы одинаково. Вот вы видите, я наношу достаточно много клея, чтобы все приклеить. И затем юлу начинаем подклеивать именно снизу, с одной стороны и с другой. Все остальные шары просто подклеиваем цепочку. Ну и раз уже показываю, то покажу, как подклеивать. Я располагаю цепочку, чтобы мне было удобно ее схватить. И беру клей. Вот наношу клей как на цепочку здесь, чтобы края склеить, так и на ленту. Беру пинцетом и укладываю цепочку. Прижимаю пальцем и даю закрепиться. Цепочка закрепилась, и можем продолжать работу. Обязательно все края надо склеивать, чтобы у нас случайно не зацепилось и ничего у нас не оторвалось. Продолжаем работу с одной стороны и с другой стороны. Мои заготовки, можно сказать, полуготовы. Они подготовлены к следующей работе.
И в следующем видео я вам покажу, как обрабатывать кружево, как подклеивать его и, конечно, бантики. И приступим потом к лепнине. И у меня вопрос, нравится ли вам урок в таком формате, где я показываю, как работать сразу с несколькими формами. Если да, напишите мне, я буду знать и буду вести уроки так, чтобы вам было интересно. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.